Привет, дорогие друзья, приветствую вас на канале Алекс Титанов, посвященному активному образу жизни. Показываю, как я выгляжу, потому что дальше буду снимать только виды, окружающие и встречающиеся мне по пути. Сегодня у нас воскресенье, март, все еще более-менее нормальная погода, солнышко вышло, посему я уже сразу начал врать, потому что сегодня вообще-то суббота. Посему я еду, как вы видите, на велосипеде, еду искать геотайник. Показываю еще раз, как я выгляжу. Запомните это наглое рыжее лицо. Сегодня сделать не такое длинное видео, как обычно, но раз я уже это сказал, значит опять видео будет длинное, потому что этого говорить не надо в видео, а надо делать просто короткие ролики, чего у меня вообще никак не получается. И погода даже лучше, чем я думал, честно говоря. Так пасмурно было, уже распогодилось, солнышко вышло, ветрено. В общем, по плану 40 километров сегодня. Я взял тайник в 20 километрах от дома. Напоминаю, что геотайники я ищу не потому, что у меня в жопе задница, хотел сказать. Потому что у меня в жопе детство играет. А потому что мне нужна какая-то цель для моих велопокатух, для моих велотуров. Так как я без цели не люблю делать вообще ничего. И у меня тогда пропадает и какой-либо интерес что-либо делать, если нету цели. И если это любая будет, вот там типа доехать до моря, доехать туда, найти то. В общем, короче, делаем видео короткими. Тайник будет абсолютно простой, простейший, поэтому его, я думаю, найти будет несложно. Задача прокатиться, поснимать, поболтать и найти тайник. Опять же, повторюсь, чисто для галочки по большей части. Ну и поболтать, покататься, конечно, велосипед, подышать свежим воздухом. Господи, что я еще объясняю, тут же так все понятно. Погнали! Расскажу вам, может, чего интересного. Во-первых, почему я не снимаю больше лицо, а окрестности, потому что это был такой вот интересный момент. У меня на работе чувак, и он такой подписан был на мой канал, и такой: вот, если бы ты столько себя не снимал, а окружающую природу было бы интереснее смотреть. Я такой: окей, начал снимать окружающую природу больше. Потом следующая претензия: вот, если было бы на немецком, я бы смотрел. Окей, сделал унтертитль господи, по-русски-то, бегущая строка, я забыл, как синхронный перевод. В общем, можно читать, что я говорю. Там, конечно, все коряво, но можно понять, о чем речь. Потом, в следующий раз, и такой, что подстраиваешься. А следующий раз он такой: все, я от тебя отписался, у тебя там много этих шорцев, бесишь, раздражаешь. И тогда я понял, что вообще нельзя ни под кого подстраиваться, что надо просто делать то, что нравится, как нравится, и все. Но снимать, потому что один хрен тебя никто не будет смотреть, и под кого-то подстраиваться — это бред вообще. Они все равно тебя не будут никогда смотреть. Просто будут мозги ебать, просто там, чисто чтобы, вот эта игра, вот эти психологические эти игры, господи, я уже в таком возрасте, когда мне это неинтересно. Когда кто-то хочет за чужой счет, за твой счет, там, типа, тебя принизить, что ты делаешь говно. А если бы делал вот так, как он умный говорит, то у тебя все было по-другому. Но эти старые истории уже на меня не действуют, неинтересны, и все, я это давно уже проглотил, выплюнул. Короче, да. А совет вот меньше снимать себя, в принципе, неплох. Я так это и оставил, потому что не молодеешь, стареешь, выглядишь все хуже и хуже. И зачем пугать людей? И что там смотреть-то, рассматривать, господи. Интересно вот виды, действительно, где едешь. Потому что я смотрю, многие блогеры, если болтают на камеру, то как бы снимают в этот момент себя. Ну что-то, зачем? Намного лучше просто болтать и чтобы еще было видно, где ты едешь. Что там на тебе рассматривать, какие узоры.
Поэтому этот момент я оставил, но тем не менее как-то появляться в кадре надо, чтобы, ну, зрители понимали вообще, кто это, что, как он выглядит, какой-то имели понимание о человеке, которого, канал которого смотрят. Вот. Погода. Я, правда, подозреваю, что сейчас ветер в спину, поэтому так легко катится. И на обратном пути все будет по-другому. Но пока что хорошо. Надо, наверное, полтинник минимум проехать. Наверное, чуть дальше тайника на 5 километров проехать. И потом вернуться и найти его. Из нового еще снес баннер на, ну, шапку на канале, на YouTube канале. Там же был мир. И вот эта диаграмма сердечная типа. Это был такой в этом всем как бы смысл. Но и походу этот смысл понимал только я. А для остальных это выглядело каким-то удручающим. Непонятно о чем, к чему. Снес. Попытался что-то сбастливать с чатом GPT в бесплатной версии. Это вообще не вариант. Но я подозреваю, что в платной тоже нифига не получится, потому что он постоянно выдает, что это типа не соответствует нашему там условиям, там каким-то, блин, в общем, бред какой-то. Прикол в том, что я там ничего криминального вообще не делаю, типа велосипед, компакт-диски, и каждый раз он мне выдает, это не соответствует условиям нашей какой-то там, ну, каким-то условиям, блин. В общем, ничего с ним не получилось. Попробовал я в Фоксе своем нейросети, ради которой я купил новый компьютер. Тоже какая-то хрень получается. В общем, с искусственным интеллектом, с нейронками я пока понял, что у меня пока особо я не продвинулся. Ничего путного сделать не могу. Заказывать, ну вот раздумываю, заказывать на фрилансе у кого-то. Опять же, они сами будут делать это все в нейросети. С искусственным интеллектом это им будут делать. Это как-то жаба давит. Такой думаешь, вот сейчас я ему заплачу, ну, евро 25-50 за хороший баннер. Что ты вот такой баран сам не можешь сделать? Получается, не могу. В общем, и с этой всей, с последними этими программой экономим. Сейчас поужался, прижался, что я всю зиму на велосипед, что выкидывал деньги. Компакты, винил, велосипед. Деньги рекой. И сейчас хочу как-то ужаться и не тратить деньги. Поэтому стараться по минимуму тратить на свои хобби. И поэтому пока в баннере будет просто какие-то фотографии мои, которые буду периодически менять. Смотреть, какая мне больше нравится, больше подходит. Сейчас я выставил там с пластинкой. Я стою. Велосипед там видать. И вроде бы как получается, что... Ну... О чем ты говоришь, что этот чувак хотя бы что-то с пластинками мутит и с велосипедом. Этого уже как бы хоть что-то. И хотел, вот я дома еще придумал новый слоган. Думаю, сейчас на велосипед сяду, на камеру озвучу и забыл. То есть он было в начале сказать поездки, я хотел сказать типа, ну что, вот так залихватски, окропил немецкую землю украинскими соплями. Вот говорю это сейчас. К сожалению, я не каюсь, все еще езжу по этой нашей местной трассе на здоровье, по которой хорошую погоду, куча народа, которых я раздражаю, а они раздражают меня. Не поехала, потому что это холодно. Она собралась в Росток. Я такой, блин, я с тобой. Что это за фигня, что мы будем порознь вот это вот. И мы договорились, что ну мне надо прокатиться. У меня уже какая-то фишка, план, я уже не могу. Я уже как зависимый. Мне надо хотя бы на выходные, я не знаю, километров 50 минимум проехать. По нормальным делам сотку за выходные. И я если не еду, если еще чуть солнце, то все, я потом, у меня прямо шлехтесгевисен, как это по-русски-то, господи. Такой прикол, вот чисто, вот я клоун, вот прикол, что я же не говорю по-немецки прямо хорошо, но и типа я вот не могу без немецких этих слов обойтись.
Абсолютно нет. Но некоторые так въелись, что ты уже с трудом вспоминаешь, как это по-русски вообще. Да, женщина посередине самое то будет. Поэтому мы договорились, я сейчас пойду покатаюсь быстро. Быстренько найду тайничок, поснимаю контентику. В общем, мне надо выгулять велосипед. Вот чем дороже велосипед, я вам скажу, тем вот больше будешь ездить. По крайней мере, у меня вот это так работает. Потому что ты сам себе такой, вот стоит вообще за такие бабки покупать велосипед, чтобы он просто стоял. И все. И ты такой уже так, все, погнали. Ветер, дождь, пофигу. А нафига его покупал? А когда здесь будет хорошая погода? Ее здесь не будет, надо ехать. И это мотивирует, будь здоров. Да, еще, кстати, хотел сказать два слова по поводу вот прошлого баннера, шапки в YouTube-канале, который мне сказал, это стоял, который я снес, там было «Мир», слово это, «Abkürzung», это, ну, первые заглавные буквы, сокращение вот, от «Мотивируйся и развивайся». Я думал, это будет всем полезно, интересно. Я думал, что я буду мотивировать своим примером. А сейчас понимаю, что мне вообще не интересны люди, которым нужна мотивация. То есть, если человек не может сам себя мотивировать, то ему никто не поможет на самом деле. Поэтому вот этот мой пример, вот это все чушь собачья. Это замотивирует ровно на 15 минут. Человек сделает раз-два то же самое, что и там его мотиватор, кто угодно или что угодно. Но это не продлится долго. Если это не идет от тебя, из твоей натуры, с середины, с души, стекла, то никто и ничего в этом мире тебя не замотивирует, тебе не поможет поднять жопу. В общем, я разочаровался. Это когда-то была у меня такая идея сделать мотивирующий какой-то канал, мотивировать своим примером людей. А сейчас я пришел к пониманию, что эти самые люди, которым нужна, требуется мотивация, мне вообще не интересны. И я вообще нету никакого желания кого-либо мотивировать. Вот, поэтому я... И этот баннер, он был об этом. Мотивируйся и развивайся. Но, повторюсь, больше это не интересно. Это большая интересная тема, конечно, с мотивацией. Потому что если человек такой, блин, вот я хотел бы, например, к примеру, хотел бы делать спорт, но мне, блин, лень, нету времени. Вот если бы меня кто-то замотивировал, если бы я с кем-то ходил в спортзал, это касается всего, вот велосипеда, бизнеса, работы, отношений, вообще всего. Вот если бы, то, мне кажется, если человек поставил такой вопрос уже, такую задачу, если бы что-то, то тогда то все, можно ставить на нем крест. Он никогда этого делать не будет, потому что он задал этот вопрос. Вот в этом весь прикол, почему я разочаровался в этом. Каждый сам для себя знает, что для него хорошо, а что плохо, что он хочет, а чего не хочет. И если он не может заставить себя то, что он хочет делать, то, блин, опять не туда, то толку не будет. Мотивируй, не мотивируй. То есть этот человек, значит, не созрел. А я взрослый, мне неинтересно с детьми уже, знаете, вот если человек еще в детстве остался, и ему нужен кто-то, ему нужен пряник или
палка, чтобы его мотивировали, просили или заставляли, то это там все, это в детском саду, это дети, это вот там все. А я как бы уже фрукт, который созрел, все в этой жизни понял, как идущий к реке, и больше ему это не интересно. Поэтому теперь будут только велосипеды, музыка, компакт-диски, винил, подтягивание, отжимания, рисование, геотайники. Только это. Ну, конечно, болтовня моя бесконечная. Куда ж без нее-то? Вулканизирующую жидкость в камеры. Я, правда, не уверен вообще до конца, что ее можно в камеры заливать, что она не просто для бескамерок. Ну, посмотрим. Плюс накачал до упора просто колеса на 4,5 или даже на 5 бары. Что многовато. По-моему, потолок 4 должен быть. Ну, с целью, чтобы меньше проколов было. Чем мягче, тем чаще проколы. Посмотрим, как эти все меры помогут. А, вон люди ищут тайник, который мы с Русей уже нашли. Прикольно. Причем детей встретишь редко. Взрослая пара еще старше была, чем мы. Ищут этот тайник. Мужик такой с таким видом засунул руку туда куда-то. В пень какой-то. Там этот тайник точно. А, прикол. Пропотеть. В шапке этой уже жарковато, но что-то я подпростыл, сегодня с утра встал, голова болит, кашляю, ну, в общем, подпростыл. И буду потеть сейчас всю дорогу, не буду раздеваться, снимать с себя ничего. Полтинник, и завтра, наверное, поеду в Росток на Фламарт. Начались весна, сезон начался фламартов, этих блошиных рынков, если по-русски. Вот, в прошлые выходные, уже 2 выходных подряд, 2 воскресений ездил, так все удачно, здорово. В прошлое воскресенье было холодрыга, я замерз как собака, пластинок вообще не было, зато я накупил прямо от души компакт-дисков, и все прямо просто за даром, по 1 евро, по 50 центов даже там некоторые получились, в идеальном состоянии, почти новые. Прямо не могу нарадоваться. Такой кайф пополнять свою коллекцию. Мне кажется, я понял, почему на YouTube у меня такой спад безумный. Вообще просто там по 20-30 просмотров сейчас. Потому что я раньше платил за рекламу, оплачивал в YouTube. Вообще там копейки, по сути, 10-20 евро там в месяц я тратил на это. И были прямо 1000 просмотров, и YouTube это воспринимает как, что твой канал интересен, что его смотрят, хотя это какой-то бред. Ну, то есть он должен понимать, что это за деньги, эта активность. Потому что до того, как я платил деньги за рекламу, у меня было больше активности, у меня просто так были 1000 просмотров. А после того, как я начал платить, я как бы сам себе все испортил. После того, как я платил, то есть люди подписывались, были куча просмотров, и, соответственно, он все-таки показывал мои видео. Я же не за все видео проплатил, а за определенные. Но он и остальные показывал тоже по чуть-чуть. Типа канал, ну, он как бы, алгоритмы его считают более-менее интересным, так как там всплеск просмотров. И он его и выдавал больше. И как только я перестал платить, все упало просто на ниже, некуда, просто ниже, только 0 вообще просмотров. Я видел
Я же смотрю, вот там присматриваю всяких блогеров периодически. Ну, то есть я видел намного хуже каналы, чем мой. Вот просто очень намного. Ну, у них нету такой печальной статистики, как у меня. То есть это явно, ну, я понимаю, даю себе отчет, что у меня не самый лучший контент, что я не самый лучший рассказчик и все такое прочее. И смонтировано все там на тяп-ляп. Но тем не менее, у меня до того, как я платил за рекламу, были нормальные просмотры. Для новичка, для меня нормальные. Было по 1000 просмотров. Видео собирали. И, в общем, придется сейчас опять платить, выделить какой-то бюджет, там хотя бы 10-20 евро в месяц. И оплачивать рекламу, потому что это прямо действует на нервы, когда ты такой стараешься. Чем больше, причем ты стараешься, тем хуже результат. Это просто немного, не то чтобы у меня опускались руки, но немного расстраивает, портит настроение, я бы сказал так. Периодически ты такой думаешь, да блин, да какого хрена, блин. Типа мысли забросить вообще не появляется, нету, потому что мне это нравится и точка. Я это буду делать, даже если 0 будет просмотра. Но вот какая-то злость такая вот появляется, когда ты смотришь, блядь, да вот у него, блин, вообще бред собачий, у него 1000 просмотров. Да что ж такое? Вот так вот. Я договорил, почему, собственно говоря, когда я перестал платить, упали просмотры. Потому что YouTube, алгоритмы YouTube посчитали, что мой канал стал вообще неинтересным, что люди с него ушли, что я там его похерил, забил, забросил. То есть он как бы не давал себе, не дает отчета, что это была активность за деньги платная. По идее, он ее не должен был вообще никак, скажем, индексировать. Ну вот походу, что вот платная активность, она тоже индексируется как что твой канал типа интересный. Хотя это бред. И как только ты перестаешь платить деньги, разумеется, активность спадает, просмотров меньше, активности меньше. И YouTube сразу такой: о, тут что-то с этим каналом не то, он стал вообще неинтересным. Я больше его выдавать
не буду. И вуаля. Скорее всего, тоже поеду на Фомарт. И таким образом будет у меня на этих выходных тоже. Если я сегодня проеду полтинник, завтра еще тоже минимум полтинник, хотя там больше будет, то уже нормально за выходные. К слову сказать, я уже проехал с начала года 700 километров на велосипеде. И результаты у меня растут с каждым годом прямо. Я вот интенсивно уже сколько, 5 лет катаю на велосипеде. Или, ну да, с 2020-го. И каждый год все больше и больше километров в год проезжаю. То есть сначала было там около 2000, потом там 2 с чем-то, в общем 2500, вот такое вот на 2,5 болталось отметка километров за год проеханных на велосипеде. А в том году я что-то на 3,5 или сколько проехал, что-то. А в этом году год фактически только начался, 3 месяца прошло всего, я уже 700 километров накатал. Неплохо. Я сейчас на работу езжу на поезде, и Deutsche Bahn, немецкие поезда, это какая-то отдельная история. Я думал, что это все немного преувеличено. Нет, они вот так работают, железнодорожные линии, железнодорожники немецкие. Отвратительно, блин, они ездят, всегда все опаздывает, переносится. Какая-то, блин, хаос, блин. Хотя я не понимаю, как это вообще. Они все строят, достраивают, перестраивают, улучшают. Но, блядь, мне проехать 2 остановки, и иногда это так прямо, надо тут пересесть, там сесть, тут подождать, там пройти. Иногда это, я помню, у нас где-то там в Одессе просто было все ясно и понятно. Вот здесь ездит электричка, ее план там годами, десятилетиями не меняется. Она ездит всегда в одно и то же время. Всегда. Ты точно знаешь, что ты придешь, и она будет, если там ничего не взорвалось, не упало, блин. А тут просто, я вот 3 недели отъездил, 1 день что-то там вообще отменили, 2-й день я опоздал на 15 минут. Кстати, о 15 минутах. В общем, для 3 недель слишком много форс-мажора произошло. Такое должно проходить где-то в год пару раз, а не за 3 недели. Ну, блин. Ну, в общем, утром я пришел, передают, что электричка, поезд будет на 15 минут позже. Я такой стою, что прикольно, что мне недалеко, мне 5 минут до дома. Я такой, я успеваю пойти, если что, взять машину, и я все успеваю на изи. Я такой, блин, стою и раздумываю, пойти взять, наверное, тогда на машину, поехать на машине. Чего делать вообще не хочется теперь принципиально. Я вообще не хочу ездить на машине на работу. Я прямо решил себе, что буду ездить на поезде и точка. Вот как будто у меня нет машины. Стою, раздумываю. А там чувак на этой остановке, я уже заприметил, что тоже с моего предприятия, ну что в робе такой, как у меня, садится на этой же остановке. Надо понимать, что я практически в деревне живу. Ну, в таком маленьком поселке, городишке маленьком. И встретить тут кого-либо, кто работает на твоем же предприятии, черт не знает где, еще ездит туда тоже на поезде, это вот я просто был очень удивлен. Я такой к нему: о, привет. Ну, как я говорю, доброе утро. Я вот показываю на себя, что я тоже, типа, работаю на этом фабрике. Типа, что за дела с поездом. Ну, и он сразу так мне показался не особо приятным типом. Он так вот через зубы такой все разговаривал. Типа, ты здесь, блин, как это... Вообще, восточные, северные немцы, они малоприятные такие, вообще не люди, они напыщенные, малоразговорчивые. В общем, это ходячие комплексы, вот просто. С ними общаться непросто. Можно найти подход, ну, с них разговорить, они такие северные, с ГДРовским налетом, вот этим нашим совковым, постсоветским. На юге люди более общительные, душевные, приятные. Ну, короче, он такой: да,
Я, говорит, на машине, я говорю, вот думаю машину пойти взять. Он такой, я на машине не поеду, потому что потом после работы в Ростоке все фоль, все пробки, не хочу. Я такой, блин, точно, я тоже не хочу, 15 минут не страшно. И встал, подождал, и на 15 минут опоздал, хрен с ним. Типа, а я что, виноват? Вон к поездам немецким претензии. Вот. Ну, короче, если будет часто, разумеется, я буду ходить за машиной, но думаю, периодически можно и опоздать, ничего страшного. Да. Это неделя, на той неделе. Это еще сегодня суббота. Было, потом еще я его видел каждый день, каждое утро. Садился. И так мимо прохожу, и такое доброе утро, что-то буркнет там в ответ, что-то там нечленораздельное, и не очень. Типа, блин, я вообще-то не собирался с тобой здороваться, но если ты уже, то тогда ладно. Что-то такое, бурчит там, типа, А вчера, в пятницу, прихожу утром, он такой приходит с велосипедом таким, блин, гоночным просто, этот каньон такой у него. Прямо Ренрад, шоссейник, прямо с иголочки видно, что новье, видно, что дорогущий, ну, где-то 3-4 вот тысячи, ну, блин, дорогой, хороший гоночный велосипед. Что меня удивило, что в моей дыре кто-то работает на моем предприятии и тоже катает на веле. Это просто... Меня так подмывало с ним поговорить. У меня столько вопросов. Как, чего, куда вообще, куда ты собрался? То есть он на работу с этим велосипедом сел в электричку, поехал с ним с явным намерением после работы домой поехать на велосипеде. Вот, в общем, этот факт меня, конечно, очень удивил. Этот чувак, он просто такой, блин, ну неприятный, вот, ну, неразговорчивый. И вообще, вот, у него на лице написано, что типа, отъебись от меня. Я не хочу с тобой разговаривать, ауслендером проклятым. Ну, может, это я себе все придумываю, нарисовываю. Ну, вы знаете, как это работает. Иногда у людей на лице написано больше, чем они говорят вообще вслух. Ну, короче, так я с ним не заговорил. Ну, я не стою прямо рядом возле него. Я стою поодаль, он там себе где-то стоит. То есть мы не стоим в обнимку. И тут как бы, блин, да спроси у него. Нет, надо чисто подойти, обосновать, почему ты подошел, почему у тебя такие вопросы, что ты тоже любишь на велик катать. В общем, я такой, да ладно, хрен с тобой, переживу. Хотя хочется, конечно, пообщаться с единомышленником.
замахнулся. Куликов развернулся, развернулся.
Приехали на через 300 метров тайник. Ох, здесь вот на МТБ попрыгать. Что надо. Хорошие здесь прямо такие горочки. Небольшие. То, что надо. А нагрывали, конечно. Так себе. Эй-эй-эй. Все время забываю. Я знал, что есть эти горки, все время случайно на них натыкаюсь опять. Надо понимать, что это в 25 километрах от дома. Поэтому здесь не каждый день. Но бывал. Но здесь больше для МТБ, конечно. Так, сколько там? Тайник? Ты где? Приехали. Здесь. Так. Ну что? Там даже, в принципе, читать нечего к этому тайнику, потому что он очень простой. И там было написано, сейчас я книжку сделаю, нажму на паузу, потому что у меня в ушах играет книга. Не помешает нам одеть очечки. Фертик. Где там наша книга? Вот наша книга. Так, что там? Давайте новое начнем. Говорит задание к этому тайнику. Что говорит? А говорит оно следующее. Schnee, Weißchen und Rosenrot. Ага. Eine Familie Ketsche, gelegt für Eltern, die ihre Kinder zum Dosensammeln mitnehmen oder Kinder, die Oma und Opa zeigen wollen, was Geocaching ist. Ein Tradi, den man bei einem Spaziergang leicht findet. Окей. В общем, здесь говорится о том, что это кетчи для тех, кто хочет своим дедушкам и бабушкам показать, что такое геокетчинг, или своим детям, внукам хочет показать, что такое геокетчинг. Поэтому это очень простой тайник, его очень просто найти. Его очень просто найти. Давайте сориентируемся по координатам тогда. Место здесь прикольное. Такое прикольное. Это все, что я могу сказать об этом месте. Значит, тайник находится... Где тайник находится? Не прямо здесь, а где-то в еще 20 метрах от того места, где я тормознул. Так, ладно, пошел за велосипедом. Я вам скажу, конечно, не для моих нежных колес дороги. Так, где ты? Вот как будто где-то здесь. Тут еще вот речка, она обозначена? Нет. Я иду в другую сторону. Я иду к речке, а мне надо идти от речки. Окей. Велосипед пойдем со мной. Я тебя одного заставлять не буду, предупреждаю. Потому что это очень легкий тайник. Мы его сейчас очень легко с тобой найдем. Видите, я разговариваю с велосипедом. Нормально? Не думаю. Все. По координатам тайник должен быть здесь.
Вот. Где-то здесь. Так. Тайник. Вот он, тайник. Блин, это похоже на какое-то захоронение, знаете, такие памятники. Офигеть. А ножницы-то зачем? О, видите это? Ножницы здесь. Вот такой вот кунст. Искусство. Причем там не было никакого подтекста, что ну, задача, подумайте, для чего ножницы, там, тра-ля-ля. Это, конечно, милота выглядит, конечно. Так вот, кто не в теме, будет мимо проходить и такой, блин, что за ритуалы и обряды здесь эти, блин, как их, скажите мне, этих чернокнижников. Вообще, не чернокнижников, а против вуду. Выглядит, конечно, грозово немножко. Так, стоп, а где, собственно говоря, логбук? Куда мне записывать, отмечаться? Мне же нужно отметиться в книжечке, что я здесь был, что я нашел. Я все снимаю. Я все еще снимаю. Вот где логбук, он сзади. Прикольно. Смотрите, а? Та-да! Та-та-да! Это класс. Это надо сфотографировать. Так, я только себя фотографирую. Красавчик. Все, хватит себя. Сумки в велосипеде, заполняю логбук, отмечаюсь, ставлю отметку, что был, нашел такого-то числа, такой-то, такой-то, ник в геокетчинге. И еду домой, и едем с Ирусей в Росток кушать кофе-мороженое. О, какой, а! Ну, это ли не красота? Посмотрите. Тут все милота, даже книжка. Так, сегодня у нас-то, я не знаю, какое число, по-моему, 20-е. Намы. Алекс. Ирина. Напишу 20-го. Что кто-то написал 22-го, 3-го, значит. Сегодня уже кто-то был, значит, сегодня 22-е. Напишу тоже 22-е тогда. Кто-то передо мной был. Все, друзья. Это был 165-й геотайник, найденный нами в игре Geocaching. Обнимаю, приподнимаю, ставьте лайкосы, подписывайтесь на видосы, пишите комментосы. Буду только рад. Спасибо тем, кто сделал этот тайник. Это больше для детей, бабушек и дедушек. Ну, так как я уже ближе к бабушкам и дедушкам, то значит для меня. Что-то как-то маловато я проехал. 22 километра всего. Посмотрел Страву кое-что. Ну, наверное, еще пару километров накатить. Что вам еще интересного расскажу. Расскажи. Вчера прикол тоже был. Ну как прикол? Маленький. Мы такие всю неделю работаем вдвоем с Ирусей. И мечтаем о выходных. И такие
Вчера Руся пишет, она еще позавчера начала. Вот, смотри, я мангал нашла, давай купим мангал. И она все хочет где-то у нас во дворе его установить. Хотя вообще мне эта идея не нравится. Потому что это сбегутся все соседи. Вот это я не люблю. Так, куда мне ехать? Что они там стоят копанные? Прикольно. А вчера такая... Да все, давай сегодня грилить, а у нее это все время выглядит по одной и той же схеме. Она сидит на работе, скучает, ей кажется, что сейчас она придет домой, мы будем сейчас там кататься на велосипедах, развлекаться. А она приходит домой, уставшая, уже все, ничего не хочет. А с утра ей кажется все по-другому. Я говорю, ну давай дождемся обеда. Если ты в обед все еще не передумаешь, то будем грилить. Не, она мне с утра пишет, все, давай сегодня грилить, пить вино. Я такой, давай, если ты в обед не передумаешь, все, в обед, значит. Да, не, хочу, еще все. Короче, я в магазин сразу заеду, все на гриль куплю. Ты заедь, Еволь, купи креветки. Все, будем грилить. Я такой, да, погнали, очень хочу. Пиво у меня есть. Сейчас креветки куплю, сосисок купим. Будем грилить. Выпивать. По поводу выпивать вообще алкоголя вся эта история. Приходим домой, уже такие уже подуставшие хорошо. Но, блин, разрешили. Иродка, ну, может быть, дох перенесем, потому что это как-то холодно на улице. Я такой, пофиг, нет. Будем, решили, значит будем. Короче, погрилили. Намерзлись, как собаки на этом балконе. Мы грилим на балконе, на электрическом гриле. Как собаки. Ира, значит, такая, все, давай, вино. Какое у нас вино? Говорит, да у нас какое хочешь. Красное, белое, ликеры, что хочешь, пиво, эти слабоалкогольные эти. Все, валяется, никто не пьет. Мы все скупаем, но ничего не пьем. Все открытое, закрытое. Да, давай, не белого вина, наливай, все, бокал, вот с этого бокала, я хочу вот с этих, я точно, да, у нас же этих бокалов миллион, надо хоть их иногда использовать. Налила ей полбокала, себе бутылку пива, выпил я бутылку пива, зашла прямо как в сухую землю, первая бутылка, супер, потом, значит, сидим на гриле, кушаем сосиски, креветки на балконе, мерзнем. Ира, смотрю, уже половину бокала это уже домусоливает, выпить не может. Я такой вторую бутылку пива открыл, начал, выпил половину, такой, что-то уже чувствую, голова уже как-то странно себя ведет, как будто сейчас разболится. И в целом уже нифига не лезет. Ира этот бокал мусолила, так и не допила. И потом намерзлись, зашли, все занесли домой и такие, блин, зачем мы вообще пили? Вот зачем мне это? Ира такая, давай причитать, зачем мне это вино надо было? Блин, она выпила полбокала, половину вылила. Также я половину второй бутылки вылил, не осилил. Вот так мы пьем алкоголь. Хотя раньше, когда мы только, вот, я не знаю, встречались, мы такие на выходные, бутылку вина, значит, все. Романтический вечер, все дела. А сейчас я такой, бокал, бутылка пива, это мой максимум. Вторая я все время потом жалею, такой, зачем я ее пил вторую? Ну было же хорошо с одной. Нет, надо еще вторую. Ира точно так же. Короче, я такой, бля, куда мы катимся? Че за нафиг? А где же эта вся романтика алкогольная? Нету ее больше. Не можем мы, не справляемся, не хватает здоровья. Прикол. Хотел назвать этот тайник, который только что нашел. Алтарь жертвоприношения. Такой, гуляешь по лесу, тут такой вдруг домик стоит, ножницы, выглядит как будто это какие-то сатанисты там жертвоприношения делают. Вообще выглядит как алтарь какой-то маленький. Ага.